Далее в нашей программе анданты Йозефа Гайдна, аранжировки Яна Крумпольца. Крумпольц – арфист, чешский, чех по национальности, конца 19 века, родился в Праге, получил образование замечательное и по протекции пражских музыкантов в 24 года знакомится с Йозефом Гайдном. Гайдн оценил способности, так скажем, талантливого молодого человека, и в 26 лет Крумпольц арфист в капелле князя Эстергази. 3 года он живет в поместье Эстергази, общается с Гайдном, берет у него уроки мастерства композиторского. И, наверное, это были самые такие безоблачные годы в жизни автора. Как раз произведение, которое будет звучать, относится именно к этим годам. Но жизнь повернула немножко в другую сторону. Прожив так в капелле князя Эстергази, он решает добиться европейской славы и уезжает в турне, уезжает на гастроли. И в маленьком немецком городке Меце он знакомится с местным мастером арфовым, который, значит, делал инструменты, и дает уроки его дочери 12-летней. И потом с этой девочкой он уезжает в Париж с тем, чтобы, так скажем, дать ей европейскую известность, как научив ее, как правильно играть на арфе. Пожив в Париже, он в конце концов женится на этой девочке, ее звали Анна Мари. Та родила ему 3 детей, однако счастье длилось недолго. В 1789 году она сбежала с чешским пианистом Яном Владиславом Дусиком, убежала в Лондон, оставив бедного Крумпольца в совершеннейшем отчаянии. И февральским холодным днем 19 февраля 1790 года от отчаяния он бросается в реку Сена, где и погибает. А Анна Мария, ее тоже счастье было недолгим. Прожив год в Лондоне с Яном Владиславом Дусиком, тот бросает ее, женится на другой 17-летней девушке, она остается в итоге одна. Но Дусик бросил и вторую свою жену, с маленьким ребенком причем. Ввязавшись политически, так скажем, залезая в долги, и он бежал из Парижа, вернее, бежал из Лондона, оставив своего тестя в тюрьме. То есть вот такие нравы в то время были. Но мы все-таки, так скажем, отстранившись от этих страстей, которые кипели в то время, все-таки послушаем замечательную, прекрасную музыку того времени, когда Крумпольц, может быть, был наиболее, так скажем, счастлив и благополучен. Это вот годы его общения с Йозефом Гайдном. Вероятно, эта музыка, если Гайдн ее не видел, то в какой-то степени, ну, так скажем, может быть, это авторизованная даже копия. Это анданты из 53-й симфонии Гайдна, как раз относящиеся к тому периоду, когда он сотрудничал вместе с Крумпольцем. Анданты, надо сказать, было одно из известных произведений, в том числе и в России. И в России эта музыка стала русской народной песней «Волга, реченька глубоко». По крайней мере, под таким названием я обнаружил ее в гитарном семиструнном сборнике, абсолютно один в один, даже в той же тональности. Так что такие вещи тоже иногда случались, когда Гайдн становился русским народным композитором. Вот. Итак, анданты из симфонии Гайдна номер 53, аранжировка Крумпольца.